Анна Смарт опустилась на колени в своей комнате, где свет едва пробивался сквозь заросшие окна. Ее детство проходило в замкнутом мире, где родительский дом стал ее крепостью, а внешний мир оставался недосягаемым. С ранних лет ее жизнь была оживлена лишь редкими моментами. Интересные загадки на обложках книг, переживания по поводу казавшихся далекими известных людей. Каждый день был похож на предыдущий, и в голове Анны витали мечты о том, как оно может быть, если бы у нее появился хотя бы один друг. В начале 1980-х годов, когда ее семья переехала из Нью-Мехико, мир Анны вдруг изменился. Пейзажи за окном изменились. Бескрайние просторы и яркие цвета заполнили ее поле зрения. Здесь жизни были более свободными, и иногда ее прогулки по улицам напоминали ей о том, каково быть частью общества. Она наблюдала за игрой детей, такими разными и жизнерадостными, и мечтала о том, чтобы однажды стать частью их мира. Но однажды в магазине она заметила свое лицо на упаковке молока. Странный шок охватил ее. Это была фотография с текстом «Пропал ребенок». К сожалению, Анна не умела читать, поэтому не понимала, с чем столкнулась. Когда ее отчим увидел это, он мгновенно вырезал фотографию и передал ее Анне с настоятельной просьбой никому не рассказывать. В тот момент, когда Анна положила фотографию в свой рюкзак, она не знала, что она стала частью чего-то гораздо большего, чем просто ее жизнь. В 1970-х и 1980-х годах в Швеции проблема пропавших детей приобрела удручающие масштабы. Одинокие семьи, потерявшие родных, боролись с системой, в которой полиция часто начинала поиски слишком поздно. Многочисленные случаи показывали, что похищение может быть совершено даже близкими людьми, что только усиливало ужас ситуации. Сотни родителей теряли своих детей и с нарастающими тревогами требовали реформ. Общественность волновала тема похищений, и в обществе появился новый термин – похищение ребенка. Движение за права пропавших детей стало набирать силу, и некоторые мужчины и женщины, подобные родителям Анны, стали активистами. Они организовывали митинги, распространяли листовки и поставили себе цель – добиться, чтобы правоохранительные органы начали действовать незамедлительно при сообщении о пропаже. Более того, многие небезразличные люди в разных странах начали искать решение проблемы на уровне правительства. Общество стало осознавать, что такие трагедии как можно быстрее необходимо останавливать. Молочные упаковки, которые в тот момент казались ничем не примечательными, начали использоваться для привлечения внимания к этой проблеме. Первые снимки пропавших детей появились на упаковках в декабре 1984 года. Вскоре производство перерастет в настоящую революцию. К марту 1985 года сотни компаний начали печатать фотографии пропавших детей, используя упаковки как средство массовой информации, тем самым поднимая уровень глобального интереса. На упаковках можно было увидеть имена и лица детей, которые так и не вернулись домой. Йен, пропавший в 1979 году, оставался без следа. Его родители не потеряли надежды на его возвращение, но поиски оказались безуспешными. Каждый год они выставляли документы, переходили через все службы, надеясь, что кто-то укажет на след. Их страдания излучали свет печали. Матиас, исчезнувший в 1982 году, стал символом борьбы. Его мать, не зная, как справиться с горем, решила основать фонд в его память. Она искала способ, чтобы сделать все возможное, чтобы остановить подобные трагедии. Благодаря инициативе ее усилий, в 1984 году был принят закон, позволяющий полиции начинать расследование немедленно. Для многих это стало лучом надежды, однако на практике система не всегда срабатывала. Многие семьи по-прежнему оставались в неведении о судьбе своих пропавших детей. Этот закон стал водоразделом в жизни многих родителей.
Но по-прежнему были вопросы, на которые не было ни ответов, ни решений. Анна, находясь в состоянии полного непонимания, даже и не догадывалась о том, что ее фото стало участником этого движения. Она все еще была просто ребенком, сомневающимся в своей идентичности и не знавшим, почему ее имя и лицо оказались на упаковке. Але ее внутреннее смятение вскоре должно было превратиться в ее собственный кошмар. В один из обычных дней, когда Анна возвращалась домой, соседка заметила, как из ее рюкзака выглядывает вырезанная фотография. Она вдруг осознала, что именно эта фотография могла быть ключом к разгадке, которая могла наполнить одну из самых загадочных глав в жизни Анны. Сложно сказать, что именно почувствовала соседка, но она поняла, что должна действовать. Соседка обратилась в полицию и подтвердила свои предположения. Спустя несколько часов полицейские пришли к двери Анны, и вскоре ее отчим был арестован по обвинению в похищении. Этот момент стал переломным в жизни Анны, хотя для нее сам момент ареста стал невыносимым шоком. Она была маленьким ребенком, окруженным безмолвием и недоумением. Было трудно осознать, что человек, который должен был быть ей защитником, на самом деле стал причиной ее страха. Сложно представить, что чувствовала Анна в этот момент, когда ее жизнь распалась на куски и прогремел гром. Ее собственный отец, вместо того, чтобы находиться рядом, стал частью истории, которая могла быть рассказана только в самых темных красках. Он настоял на размещении ее фото на упаковках молока, и вскоре она стала символом не только своего страха, но и напоминанием о том, как легко можно потеряться в мире. Несмотря на исторический и эмоциональный резонанс этой необычной ситуации, вокруг темы обсуждений стало возникать много споров. Педиатры и общественные деятели начинали критиковать постоянные истории о похищениях, утверждая, что они формируют у детей иррациональный страх перед незнакомцами. Боязнь оказаться в обществе, где каждый может угрожать, начала вторгаться в сердца детей и их родителей. Более того, указывалось на расовую предвзятость, поскольку фотографии на упаковках чаще всего принадлежали светлокожим детям. Это создавало недовольство среди меньшинств, которым казалось, что их голоса не слышны. Этот вопрос затрагивал множество семей, но процесс менять представление о том, как работает журналистика и как распространяется информация, занимал много времени. К концу 80-х годов, несмотря на все усилия, концепция использования упаковок стала терять популярность. Пластиковые бутылки заменили картонные коробки, оттеснив на задний план лучшие идеи ноября. И все же она оставила глубокий след в истории, оказав влияние на общество на многие десятилетия вперед. Когда ситуация достигала критического уровня, в 1996 году на смену традиционным методам пришли новые технологии. В ответ на новые вызовы и проблемы внедрили систему быстрого оповещения, известную как Amber Alert. Этот механизм стал символом заклики к действию, обеспечивая безопасность детей, а также улучшение отношений между обществом и правоохранительными органами. В этой новой программе каждый случай стал обрабатывать с невиданной свирепостью и стремлением. Информация о пропавших детях теперь мгновенно распространялась через СМС, интернет и уличные билборды. Этот новый подход стал обновлением старых методов, надеясь вернуть родителей их детей. Тысячи лиц, когда-то утраченных, теперь снова обретались среди толпы, и каждая упаковка молока кратко охватывала шансы на восстановление надежды. Каждый раз, когда люди видели знакомое лицо на упаковке, это не только вызывало благоговение, но и пробуждало желание увидеть его снова. Наконец, мир начал меняться к лучшему. История Анны Смарт непроста и многогранна. Ее маленькая фотография, спрятанная в рюкзаке, стала точкой для изменений в обществе. Она продолжает вдохновлять на смелые действия для защиты детей,
напоминая о том, как важно оставаться бдительными. Каждый ребенок имеет право на безопасность, и история Анны теперь является живым свидетельством того, что даже в самых безнадежных обстоятельствах можно найти свет. В конечном счете она не просто пережила потерю, а стала символом надежды для множества других. С момента ареста ее отчима и до сегодняшнего дня она остается в памяти каждой семьи, которая пережила подобные кошмары, вдохновляя их на борьбу за справедливость и перемены. Анна обрела новую жизнь, пройдя через многочисленные испытания. Несмотря на все трудности, ее внутренний свет продолжал гореть, и она стала активной частью социального движения по защите прав детей. Ее история, как и тысячи других, принесла надежду и силы, поскольку каждая потеря — это еще одна возможность создать что-то прекрасное в мире, который когда-то был погружен во тьму.